Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать классический Smoky Eyes. Вот так вот он будет выглядеть. Ну что, поехали? Итак, я уже нанесла базу под макияж и тональный крем. Сейчас мы будем контурировать лицо с помощью консилера или корректора и жидкого бронзатора. Итак, мы берем светлый консилер и наносим его на лоб, верхушку носа, над губой, на подбородок и под глаза. И хорошенько все это тушуем. Дальше мы берем жидкий бронзатор, наносим его на скулы, на зону висков, на челюсть, над подбородком, под носом и на крылья носа. Если вам хочется визуально нос сделать короче, мы наносим его также на кончик носа. И такими штришками мы соединяем все наши линии. И теперь хорошо тушуем. Крылья носа мы тушуем вниз и не заходим на верхушку носа, потому что ее мы высветляем. И теперь еще раз смотрим, чтобы у нас не было никаких разводов, никаких полос. Теперь мы берем рассыпчатую пудру, и нам нужно припудрить те места, на которые мы далее будем наносить сухие текстуры, такие как сухой бронзатор и сухой хайлайтер. Если у вас кожа жирная, то можно припудрить все лицо. Если комбинированная или сухая, то мы будем припудривать только щеки и скулы. Соответственно, туда мы будем наносить сухие текстуры. Я буду использовать темный бронзатор, вот такой вот цвет. Я набираю его на кисточку, далее стряхиваю с кисточки все лишнее, ставлю точку и легкими движениями я тушую его вверх. Также мы затемняем зону висков, ставим точку на висок и вверх тушуем. И еще мы затемняем челюсть. Точно так же тушуем мы вверх. Мы наносим только на крылья и тушуем вниз. Кончик носа, если нужно сделать его немножечко короче. Я буду использовать два хайлайтера, жидкий и сухой. Начинаем с жидкого. Итак, наносим на верхнюю часть скулы и на височную зону. То же самое мы делаем на другой стороне. Здесь главное запомнить, что мы ставим вот так вот как бы два пальчика, да, и соответственно за вот эту вот зону мы не заходим. То есть хайлайтер заканчивается где-то на серединке щеки. Хорошо тушуем, чтобы не было полос, а были плавные переходы. То же самое мы делаем с верхушкой носа, над губой. Сначала наносим жидкий хайлайтер,
Помним, что если у вас нос длинноват немножечко и вы хотите его укоротить, то хайлайтер мы не наносим на кончик носа. И теперь поверх мы наносим сухой хайлайтер. Наносим на верхнюю скулу, на верхнюю часть скулы и на височную зону. Мы закончили с вами с контурированием лица, и теперь мы переходим к глазам. Для начала нам понадобится опять же хайлайтер, и мы его будем наносить на все подвижное веко и под бровь. Наносим на кисточку. Я наношу на вот такую вот язычковую тоненькую кисточку. И теперь для начала мы смотрим, если тональный крем скатился, то нужно обязательно его хорошенечко растереть, чтобы у нас потом не было никаких комочков и чтобы тени не скатывались. Подровняли и наносим хайлайтер на все подвижное веко и под бровь. Итак, после того, как мы нанесли хайлайтер, мы берем черный карандаш для глаз и сейчас мы будем его наносить на подвижное веко. Хорошенько нужно пройтись там, где у нас зона роста ресниц, чтобы не было белых пропусков. И мы наносим карандаш очень плотно. Вот здесь вот можете сразу обозначить, куда мы будем вытягивать. По росту нижних ресниц мы как бы прикладываем карандашик. Соответственно, мы продолжаем эту линию и вот так вот помечаем приблизительно, куда мы будем вытягивать все тени. Карандаш мы наносим для того, чтобы тени, которые мы будем наносить поверх, у нас легли плотнее, были поярче и держались подольше. То есть карандаш нам служит как бы базой под тени. Черный карандаш мы также наносим на зону нижних ресниц. Дальше нам понадобятся с вами черные тени и вот такие вот сливовые перламутровые тени. Сейчас мы берем с вами вот такую вот кисточку, бочонок, вот такая вот пушистая. Набираем на нее сливовые перламутровые тени, все лишнее стряхиваем. Для чего мы стряхиваем с кисточки все лишнее? Мы это делаем для того, чтобы потом, когда мы наносим тени на глаз, чтобы у нас не осыпались они, чтобы у нас потом не были черные или бордовые круги под глазами. Мы вводим эти тени в складку, ставим кисточку, открываем глазик и вводим в складку сливовые тени. Сливовые тени мы также наносим и на нижние ресницы, но не по всей длине, а лишь на четверть или на половинку. И мы тушуем их к виску, не сюда, не к брови, а к виску. То же самое мы делаем и с другим глазом. Дальше мы берем снова вот такую вот кисточку тоненькую. Я взяла поменьше, чем у меня было до этого. Мы наносим
набираем черные тени. Хорошо струшиваем с кисточки все лишнее, чтобы у нас сейчас под глазами не было все черное. И мы будем наносить черные тени поверх нашего черного карандаша. Делаем мы это такими вот движениями, как будто бы мы вбиваем тени в кожу. Обратите внимание, что у меня ничего не осыпалось под глаз. Это потому, что я струсила все лишнее. И посмотрите, насколько ярче у нас стал глазик. Черные тени мы также наносим и в зону нижних ресниц, но мы их наносим не по всей длине, а только наполовину. И можем немножечко подтушевать вот такой вот кисточкой, девчонка. То же самое мы делаем и со вторым глазом. Сначала мы хорошо тушуем, чтобы у нас не было четкой линии. После этого мы тушуем в зоне нижних ресниц. И после этого мы убираем все лишнее чистой кисточкой. Теперь мы снова берем кисточку, которой мы наносили хайлайтер. Вот такую вот. Набираем хайлайтер на кисточку и наносим под бровь. И как бы тоже немножечко растушевываем темные тени. То же самое здесь. Наносим под бровь и тушуем темные тени. Нам самое главное, чтобы у нас не было никаких четких полос. И хайлайтер мы также наносим во внутренний уголок глаза. Теперь мы берем кисточку для пудры и подтираем все хорошенько под глазами. Теперь мы берем черную жидкую подводку и рисуем стрелку по линии роста верхних ресниц. После того, как мы нарисовали стрелки, мы наносим тушь. Я буду наносить тушь в 2 слоя. Наносим первый слой. Дальше хорошо прочесываем кисточкой для ресниц. И наносим второй слой. Итак, с глазами мы закончили и переходим к губам. Напоминаю, для того, чтобы правильно подобрать цвет помады к вашему лицу, нужно улыбнуться, поднести помаду к зубам и посмотреть. Если зубы рядом с этой помадой выглядят белее, значит, эта помада точно вам подходит. Если же зубы выглядят желтее, то эта помада точно не ваша, и ей красить ни в коем случае нельзя, иначе испортите весь макияж. В этом макияже вы можете использовать любой цвет помады. Я буду наносить темно-сливовый. Поверх моей помады я нанесу еще вот такой вот блеск.
Наш классический Smoky Eyes готов. Огромное спасибо вам за то, что смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на меня в Facebook и Instagram. А главное, не ленитесь, ведь это так легко быть красивой каждый день. Всем спасибо и пока!